Всем привет! Сегодня разберемся, как в ТСОП быстро прийти к высоким показателям урона, что при этом нужно учитывать, куда смотреть и что делать. Вскрывай чипсы и погнали! В меню на сегодня: сочетание статов персонажа, сеты, разбор Weaving Average, или что такое Weaving в этой игре, легкие атаки, плетение и почему это важно, трейты и зачарки, аптайм скиллов на парсе, ротация, миссы или пропуски атак, чемпионка и виды урона. Ну а также затронем остальные важные мелочи. Самые главные разделы: подбор статов, Weaving, легкие атаки и аптайм скиллов. Если спешишь, воспользуйся тайм-кодами. Хотя, наверное, будет полезно освежить память, даже если знаешь. А если тема ТСО интересна и любишь смотреть гайды, мне будет дополнительно приятно, если подпишешься на канал. Он сейчас в самой главной фазе активного роста, поэтому важен каждый. И я не шучу. Тыкай кнопку. Спасибо. Первое, что я попрошу тебя сделать, это установить аддон Combat Metrics. Проверить, что он работает, и хотя бы один раз убить рейдового Атронаха с 21 миллионом здоровья в любом гильдхолле. Сейчас мы не смотрим на цифры ДПС, пока нам нужны другие показатели. Аддон запускается такой командой в любой чат, а также можно установить горячую клавишу в настройках самой игры. Вот этот отчет называется парсом. Итак, сначала мы с тобой посмотрим, как оптимизировать шмот в своем билде. Вне зависимости от мана или стамина сборки, следующие показатели должны быть одинаковыми для всех, и в первую очередь мы смотрим на них. Пробитие, она же пенетра, наиважнейший показатель в нанесении урона. По своей сути это параметр игнорирования брони противника. Я буду говорить только про ПВЕ, и в контенте кап брони у всех боссов по всему миру 18200 единиц. Соответственно, чтобы наносить урон без штрафа, у нас должно быть 18200 единиц пробития. Каждые 500 единиц оставшейся брони минус 1% урона. Простая математика. В левом столбике отображается необходимое количество пенетры, а в правом сколько было во время боя. Еще можно посмотреть подробнее в процентном соотношении ко времени, если навести мышку на надпись «Сверхпробив». Боссы исключения по количеству брони на вихревой арене. Требуемый минимум покажу на экране. Следующие важные параметры – крит оружия и крит урон. Первый – это шанс крита, второй – сила крита. Вот у крит урона тоже есть кап – 125%. Больше набирать смысла нет, просто не учтется. Шанс крита в ТСО считается еще более странной, называется крит рейтингом. Существуют бафы от скиллов и банок. На 2629 прибавка 12% и 1314 прибавка 6%. Этот параметр добирают пассивно. Специально только в крайне редких случаях, и только в последнюю очередь после пенетры и силы крита. На этом этапе важно напомнить про те самые пассивные навыки из средних и легких доспехов, а также из оружейных, посох на пробитие и кинжалы на крит рейтинг. На сегодняшний день считается метой 6 средних частей брони и 1 легкая. При условии вкачанных пассивок и постоянно выпитых банок в сочетании с килтом, персонаж без проблем достигает 125% урона крита, капа пробития и примерно 60% крит рейтинга. Нередко всего хватает даже без килта. И здесь мы плавно перетекаем в популярные сеты. Собственно, килт. Сам себе сет, сам себе реликвия и очень хороший двигатель для урона. Работает от легких атак, копит 10 стаков и за каждый увеличивает оба показателя крита. В реальном бою работает не везде, потому что при получении урона персонаж теряет эти самые стаки. Но на парсах юбка просто незаменима, если без нее 125% крита не набирается. В большинстве сообществ, которые мне известны, парсы принимаются на оценку с использованием только тех мификов, которые можно применять в реальном бою, в контенте триалов, например. Их всего 3. Килт, наплечник шепота Моры и сразу ставший метой для арканистов амулет Урмага. Дальше обращу внимание на максимальный запас магии или стамины. 10,5 ресурса в формуле расчета дают урона примерно столько же, сколько 1 очко СПД или ВПД. То есть с правильной едой только на 6048 маны или стамины мы будем бить сильнее настолько же, как если бы у нас было на 576 СПД ВПД больше. Если с такой едой не хватает сустейна, то разбавь ротацию 1-2 скиллами за другой ресурс.
Отсюда же и подбор сетов. В одиночную цель вне конкуренции до сих пор лучше всего себя показывает сет Реликвена из Клаудреста. Пару к нему обычно берут столб Нирна из владения Фолкрит. Оба сета хорошо поднимают крит-шанс, дают прибавку к максимальному запасу сил, а Реликвен к тому же еще и триальный. Значит, третьим бонусом дает постоянные 5% урона по мобам подземелий, испытаний и арен. Ну и исходя из того, что самые сильные сеты дают прибавку к стамине, выходит, что в текущих реалиях стаминные сборки будут немного сильнее манных. Однако 120к можно выдать и играя синим столбиком в Реликвене, это не критично. Просто стаминой немного проще. А так играй как больше нравится. Также вполне играбельны сеты Кораллового Течения и Глубинного Смерча. Скиллы темпларов и арканистов отлично синергируют с сетом Смертоносный Удар. Откровенно говоря, у опытного и хорошего ДД на каждый трэш-пак и на каждого босса уже заготовлен отдельный сетап. Если мы говорим о том, как выбить на кукле 120 тысяч ДПС, то самый простой вариант для всех – Реликвен и Нирн. Для арканистов – Коралл и Смертоносный, для темпларов – Реликвен и Смертоносный. В качестве оружия на парс берут 2 кинжала на переднюю панель, а на заднюю либо посох, либо двуручный меч, кому как нравится. На всякий случай напомню, что в 39-м патче двурук Вихревой Арены очень сильно апнули для прямого урона. С орком и НБ на бэкбар самое оно. По крайней мере, YouTube уже весь пестрит парсами на 140 тысяч ДПС. С учетом использования килта, который является мификом и занимает ячейку, монстр-сет собрать не получится. Поэтому ради крита надеваем ту самую одну легкую часть из сета Слизибрюх. Легкий кусок нам позволяет добрать недостающее пробитие и еще немного больше шанса крита. Есть еще вариант – собрать и монстр-сет, и килт, и еще 2 сета через верх и низ. Но тогда точно лишаемся аренного оружия. В таком случае на голову можно Зан, Штормовой Кулак, Огненную Пасть или что-то другое, что дает хороший урон и синергирует с нашими способностями. Вообще не обязательно, чтобы шмотки или бижа были золотыми. Куда важнее правильно и точно нажимать скиллы. Самый важный показатель в уроне на парсе – Weaving Average. Многие неверно понимают этот параметр и путают с тем, что надо вставлять легкие атаки. На самом деле это промежуток времени между концом ГКД, Global Cooldown от предыдущего скилла, и прожатием следующего. Чем быстрее это делать, тем меньше игра будет считать, что мы просто стоим и не дамажим. Отличным значением считается около 0,030. И вместе с тем мы наглядно видим, что даже с двукратным превышением можно выдать 130 тысяч. По крайней мере, к этому значению стоит стремиться и уделять время тренировкам. В этих столбиках вивинг указан для каждого скилла отдельно, а внизу общее количество времени, сколько мы не дамажили. Это как минимум еще 9 спамилок, и урон был бы на голову выше. Но мы не роботы, сделать идеальный 0, конечно, не можем. Эти два значения не будут равны нулю, но к этому нужно стремиться. Важное замечание. Арканисты себя отлично чувствуют с вивингом, даже превышающим 0,250. Темплары тоже выходят за общий показатель. Это из-за поддерживаемых скиллов. Я помню, когда-то инквизитор Мордрок рисовал вивинг для наглядности. Повторю эту практику. В самом начале нашего графика человек жмет стремительные удары и начинается ГКД, который для всех скиллов равен 1 секунде. Так вот, робот бы нажал следующий скилл ровно в тот же момент, как заканчивается ГКД. Но мы люди, и нужно среагировать. Реакция человека, чей это парс, занимает в среднем 100 миллисекунд до следующего нажатия этого скилла. Количество времени между красной шкалой ГКД и следующим прожатием скилла – это вивинг в ТСО. Последний аспект в этой теме. В нашей игре скилл срабатывает не по нажатию кнопки, а по отжатию. Поэтому тыкать кнопочки нужно быстро. Попробуй как-нибудь нажать на скилл и держать кнопку. Ничего не произойдет, а сработает он только тогда, когда ты отпустишь клавишу. Такие дела. Есть аддон Weave Delays. Он не для боя, а скорее для тренировки, как раз вивинга. Выводит на экран табличку, в которой цветом показывает плотность скиллов. От зеленого к красному, от хорошего к плохому. Второй показатель по важности в общем ДПС и всеми нелюбимые легкие атаки. Многие из вас наверняка слышали историю о том, что изначально с ними был какой-то там баг, и зосы вместо того, чтобы починить, объявили это фичей игры. Рассказываю. Изначально легкие атаки задумывались разработчиками как скилл.
У них такой же ГКД, как и умений, и, видимо, в зависимости от ситуации мы сами должны были выбирать, что нажать, умение или ла. Однако что-то пошло не так, и баг выражается в том, что у скиллов и у ла разные ГКД, которые друг с другом никак не связаны. Более того, как и во многих других играх, анимация скилла прерывает анимацию легкой атаки, а урон проходит и от того, и от другого. После того, как легкие атаки порезали, они наносят в среднем около 10% от всего ДПС, если не надет урмак. То есть, раз уж наша цель парс на 120 тысяч урона, то без легких атак выйдет всего 108 тысяч. Но и это еще не все. Легкие атаки активируют зачарование на оружие и бонусы многих сетов. Кроме того, применение скиллов никак не восстанавливает нам очки суперспособностей, если не считать несколько пассивок у нескольких классов. Зато посмотри, что происходит с ультой, если просто один раз ударить легкой атакой. А чем чаще мы сдаем ульту, тем выше ДПС. Все логично. Поэтому, друзья, как бы мы ни ругали эту механику игры, без легких атак никуда и никак. Подбор правильных трейтов и зачарок. Уже не одним поколением игроков опытным путем выверен идеальный мундус для повышения статов и урона. Вор на шанс крита. Для того, чтобы привести его действие к максимуму, на всех 7 наших вещах берем трейд на помощь богов. Зачарование ставим либо на стамину, либо на ману, в зависимости от того, за какой ресурс вы играете. Бижутерия в реалиях текущей меты только на жажду крови с зачарованием на силу оружия. Как я уже говорил, эффективнее всего на парсе показывают себя кинжалы на основной панели. Один из них на силу Нирна с зачаркой огненного урона, второй на силу стихий и ядом. В пассивках парного оружия есть информация об увеличении СПД-ВПД на 6%. Она путает немало людей. Пожалуйста, всегда ставьте кинжал с Нирном в правую руку, это левый слот. Разницу можно наглядно видеть в своих статах, если поменять ножи местами. Все возможные комбинации, с которыми можно добиться приличных результатов в уроне, выглядят так. Парное оружие на основной панели с двуручным или парным на второй. Двуручное на основной панели с двуручным или парным на второй. Аптайм скиллов – третий по важности показатель. Хорошим аптаймом называется то, насколько быстро после окончания действия скилла или эффекта мы можем повторно его применить или наложить. Не применяется к спамилкам, скиллам, которые мы нажимаем тогда, когда уже действуют все остальные. Пример с доэдрическим проклятием. Оно действует 6 секунд, соответственно в идеале применять его нужно каждые 6 скиллов или каждые 6 секунд. В этом столбике мы видим, как оно было на деле. Показатель средний на все применения сразу. Цель – знать все свои скиллы в ротации, сколько они действуют, что делают, и следить за временем отката на панельке. Обновлять сразу, как только видим 0. Немного опаздывать можно, это не так критично. Например, эти 7 секунд вместо 6 не сыграли очень большой роли. Что точно нельзя – спешить. Если скиллу лежать еще 2 секунды, лучше ударь 2 раза спамилкой, получишь больше ДПС. Тот скилл все равно натикает свой урон, он еще действует. А есть несколько скиллов, как то самое доэдрическое проклятие. Оно на 6 секунде взрывается, а до этого не наносит урон, только усиливает. Если обновлять его раньше, будет очень большая потеря урона в виде финального взрыва. В общем, прийти нужно к тому, что если та же дорожка с посоха разрушения лежит 10 секунд и наносит урон, то в этом столбике Combat Metrics напротив скилла должно быть 10-11 секунд. Получается, в ротации наш бой должен выглядеть так. Легкая атака – скилл, легкая атака – скилл. Механика игры еще предусмотрена во время ГКД запоминать, что было нажато, и выдавать это умение сразу после того, как кулдаун закончится. Работает, если клик происходит не раньше того, как до конца отката остается 400 миллисекунд. Сложно, понимаю. Давай на примере. Здесь нам поможет Global Cooldown Monitor. Он отсчитывает 1 секунду после прожатия скилла и загорается зеленым, когда нужно нажать следующий. Замедлю съемку. Итак, если мы кликнем легкую атаку или любой скилл в промежуток времени между этим положением и до того, как ГКД закончится, игра сама выдаст эту атаку без нашего дальнейшего участия. В этом и состоит хитрость плетения. Здесь жмем ла, а как только монитор дает зеленый свет, жмем скилл. Снова ла, теперь скилл.
Получается, игра сама выдает легкие атаки, потому что мы поставили их в очередь. А как только мы нажимаем скилл, он прерывает анимацию легкой атаки, и мы регистрируем урон от обоих источников. К этому несложно привыкнуть, просто как и везде нужна тренировка. Это только кажется слишком сложным. Пробуй и не забивай. Все получится. Бывает так, что у каких-то скиллов анимация дольше, какие-то требуют поддержания, как, например, луч у арканиста или добивалка у Плара. Да и вообще, по прошлому пункту нужно все делать достаточно плотно. Разумеется, сначала будет много ошибок. На этапе тренировок это норма. Ошибки в плетении выражаются пропусками. Они отражаются в этом столбике. Число напротив легкой атаки показывает, сколько раз вместе с ее применением не получилось выдать какой-то скилл. Аддон зафиксировал, что мы прожали умение, но по какой-то из причин урона от него не было. Число напротив скилла показывает, сколько раз вместе с его применением не сработала легкая атака. Мы ошиблись или пинг подпрыгнул, причину не увидим, но понятно, что можно было лучше. Перед тем, как брать синие звезды в чемпионке, сначала нужно определить, какой вид урона наносит персонаж, какого урона много, а какого нет совсем. Будет зависеть от классовых, оружейных и гильдейских навыков, которые ты берешь в ротацию. Сейчас снова будет немного запутанно, но я расскажу и покажу на примере, должно стать понятнее. Прямой урон – это то, что прилетает в цель одномоментно, не со временем. Стремительные удары, хоть и наносят 4 атаки, считаются прямым уроном, потому как не зависят от времени. Крушащий удар, всплеск стихий и многие другие умения – это все прямой урон. Периодический урон – это когда мы наносим повреждения не сразу, а понемногу, с течением времени. Например, разложение из гильдии магов. На всех таких скиллах написано, в течение какого времени наносятся повреждения. Это и значит, что урон периодический. Урон по площади – это повреждения, которые могут затрагивать несколько целей сразу. Арбалет из гильдии бойцов, круговой разрез из двуручного оружия. Думаю, принцип понятен. Более того, есть комбинированные умения, где участвуют сразу 2, а то и 3 вида урона. Поток молнии бьет по площади и в течение времени, как и дорожка из посоха разрушения. А, например, стампида включает в себя сразу все 3 урона. После рывка мы наносим прямой урон цели и врагам в радиусе 5 метров, после чего накладываем дотку, которая наносит урон в течение 15 секунд. Есть еще поддерживаемый урон, самый непонятный. Повреждения, которые мы наносим с течением времени, но во время применения умения персонаж не может делать что-то другое. Звезд на этот урон нет, но есть пассивки и сеты, так что в целом понимать стоит. Отличные примеры, опять же, добивалка Плара и луч арканиста. Итак, в описании умений уже сразу сказано, какая звезда подойдет для их усиления. Нам нужно только отсортировать свои скиллы на панели, понять, какого урона больше, что нужно бустить, а чего нет или мало, и тратить на это слот активной звезды не стоит. На кукле с максимальным аптаймом висит статусный эффект контузия, а значит звезда-добиватель будет работать максимально эффективно. Однако в реальном бою она будет актуальна только если в рейде много электрического урона или контузию аптаймят специально. Брать эту звезду в контент или нет, спроси у своего РЛа, он знает. Но это не точно. Если по скиллам на панелях так складывается, что из этой группы звезд имеет смысл взять только 1-2, то добирать свободные слоты можно этими вариантами. А если вдруг не хватает крит урона, что ты обнаружишь при оптимизации статов персонажа, то добрать его можно так. Совет самым новым игрокам. Если у тебя 160-200 уровень и очков чемпионки крайне мало, пожалуйста, не спеши. Сначала в синей ветке возьми пассивки на выживаемость. На кукле, конечно, прокатит и без них. Но если в контенте тебя будут спиливать с полплевка, то не будет никакого смысла от твоих активных звезд. Мертвый ДД не дамажит вообще. Остальные важные мелочи. Если в твоей ротации есть скиллы, которые наносят повышенный урон в зависимости от недостающего здоровья цели, то есть добивалки, то в среднем после 40% здоровья меняй основную спам-способность на этот скилл. После 25-20% здоровья обновлять доты становится менее эффективно, чем только спамить добивалкой. У некоторых классовых и оружейных веток есть способности с наземным прицеливанием. Нажимаем скилл, появляется круглая зона, указывающая, куда ляжет способность, и для подтверждения нужно нажать скилл еще раз.
Это неэффективно, тратит время на подтверждение и нередко глючит. В общих игровых настройках рекомендую включить автоматическое применение туда, куда сейчас смотрит прицел. Нередко у игроков возникает вопрос, мол, почему я делаю все так же, как на ютубчике, статы подобраны, все правильно, вивинг хороший, нет пропусков, но ДПС ниже, чем в видео 1000 на 10-15. Если действительно все правильно, то возможно у них просто накритовали топ-скиллы. Как правило, все те, кто выкладывают видосы по 135-140 тысяч, довольно долго ловят те самые криты. Обрати внимание на первые 4 скилла топ-урона в парсе. Частота их крита должна быть примерно такой же, как шанс крита у персонажа. Если у тебя не докритовало, не беда, это не признак кривых лапок, просто перепарси. Любой путь к успеху – это усердие. Я не знаю никого, кто просто пришел на куклу и сразу сделал 120к ДПС. Постоянные тренировки – путь к заветной цифре, как бы банально это ни звучало. Надеюсь, у тебя все получится, ведь это вполне реально при правильном подходе. Конечно, я фантазирую о комментах типа «Вау, я учел все 10 пунктов и вырос даже до 130 тысяч ДПС». Ха, пожалуйста, пиши, как успехи, в чем сложность и, может быть, даже делись своими заметками. Или о чем я забыл упомянуть. Еще раз спасибо за подписку. Канал в этом пока очень нуждается. И, как всегда, рад был провести это время вместе. Встретимся в новых видео. Пока!